Там детки играют. А это местный ресторан. So a lot of guys made it already here. Waiting for our burgers. Yeah, I wondered who started this thing. Just making a short video of everybody at the table. We're all from different places. All become friends here. This is the biggest world. Yeah. Try to find better life, right? They try to get improved. Like, it's Friends over here just made it all the way from Argentina. Made the big route from TAC to all the way south of Argentina. Yes. Congratulations. How long did it take? How long? How long did it take? ¿Cuántos kilómetros hiciste? 25,000. 35,000 kilometers. 25,000. Wow. ¿Cuánto tiempo? 2 days? 3 days? 65 días aproximadamente. 65 days. 65 days. Well, guys, congratulations. You've earned it. Okay. And now go back. Хочу вам дать маленькую апдейт. Сейчас я выезжаю из Так и еду обратно в столицу. 2,5 часа райд. Но так как тут свет всегда есть, поэтому в темноте ехать не буду. Почему я еду обратно? Тут очень-очень холодно, и как бы ехать... Лучше поехать сегодня, чем завтра. Отелей нету, все закрыты, все, в смысле, не закрыты, все забиты. Поэтому не остаться. И лучше потихоньку сегодня поеду. И завтра постараюсь колеса поменять. У меня будет целый день там поменять колеса. Так как с этого хайвея я не смогу выйти, он горит сейчас. Так вот, да, такие планы. Сейчас еще холод. И показывает 12 градусов, но на самом деле это не 12, так как ветер неимоверно сильный. Я бы сказал, ну, в общем-то, продирающий ветер такой. Ну да, сегодня день был, конечно, долгий. Я съездил в Так и бэк. Получилось очень много работы. Часов 10, наверное, за рулем, но серьезного бездорожья. То есть это не просто 10 часов. Мышцы все экзосты, все болят. Ну, все, приехал, сейчас помоюсь. Тут вот у меня палатка такая. Кэмпграунд, тут выбора немного. Но есть душ, поэтому я счастлив. Я нахожусь в... все время забывают название столицы Northwest Territories. И рядом здесь есть шоп. Мой шоп, который я завтра хочу зайти и посмотреть, если у них есть колеса для меня. Так как резина у меня полностью лысая. Я сейчас вам покажу, на какой резине я ездил в самую тяжелую точку нашей страны Канады. Вот у меня остатки резины, как видите, уже стерты. Ну, все, доехал. Давайте сейчас помоюсь, потом что-то еще. По ночному Инувик вспомнил. Не обращайте внимания, что так солнце палит, я к этому уже привык. Хочу вам просто показать, как это выглядит. Город очень напоминает, скажем, Гандер. Наверное, и по размеру, получается, и по качеству. При въезде в паркинг-лот меня предупредили, не паркинг-лот, а этот кемпинг-граунд. Меня предупредили, что тут всякие алкоголики ходят, чтобы вещи прятал. Точно как Гандер все. Приятно. Как в детство попал. Как бы мог показать остальной город тоже, но тут, честно сказать, нечего смотреть. Плюс, когда ночью гуляет кто-то незнакомый, тут у всех столько интереса сразу. Ладно, пойдем дальше искать их алкоголиков. Очень интересно, так как тут, наверное, холодновато зимой, и водопровод весь замерзает, и проводить нельзя, у каждого дома такой отвод водопровода через утеплитель. Конечно, выглядит как колхоз, но умненько сделано.
утро. Сейчас часов 9. Олежка приехал уже. В 3 утра встал, холодно было и поехал. Так что преимущество полярного дня есть. Иду сейчас за кофе. Уже собрал все свои шмотки. Решил кофе там не делать. Иду за кофе. Буду разбираться с колесом. Если могу лысые колеса поменять. Если нет, то помчимся дальше. Вот такие планы. Вот нашел кофе. Ближайшее место, где я нашел кофе, это был госпиталь. И также единственное место, где продается кофе в Инуике. Такая информация к размышлению. Это в госпитале, в туалете просто везде лежат презервативы. И апдейт на сифилис. Так, господа, всем доброе утро. Настроение задорное, хорошее. Погода хорошая, сейчас уже около 20 градусов. С утра было где-то 10, прохладно, но я оделся тепло. А сейчас я еду в сторону Юкона, опять назад. Через где-то километров 150 будет граница. Ух ты, видите? Лось и 2 маленьких лосенка. Я не знаю, если вы это увидели. Какая прелесть. Какая прелесть. Вот, да, прелесть. Не знаю, если это будет увидели, но, конечно, животных тут очень много. Ну, кстати, позавчера были только зайцы. Но очень много зайцев. Да, теперь из updates. Здесь везде выходные, так что колеса мне поменять не удалось. Еду на полулысой резине. Надеюсь, что все будет нормально. Ну, я аккуратно, где-то, сколько я там, 89 еду. То есть, не гоню. Самая трудная работа, такая дорога уже позади. Там, где и 50 не поедешь. Так что осталось километров, наверное, 700. Может быть, разобью на 2 дня, может быть, на 1, я как бы не думаю. Но проблема в том, что в конце этой дороги, это Темстер Хавей, где я сейчас нахожусь, в конце этой дороги 2 огромных пожара. И последние 3 суток люди не могли выехать отсюда. Вчера, по-моему, начали вывозить людей через Pilot Car, но потом это тоже прекратилось, и другой пожар начался. Так что, надеюсь, к тому времени, когда я подъеду, как-нибудь выберемся. Это первый апдейт. Второй апдейт, я еду после этого обратно в Досон-Сити, и через него в Америку. И Досон-Сити сейчас эвакуация, тоже из-за пожаров. То есть не факт, что я туда тоже проеду. И третий апдейт, Аляска горит, и там, когда я выезжал, дороги были все закрыты. Ну, в общем-то, все выглядит просто, ничего не предвещает, так что едем. Едем. Как в каком-то ужаснике, такие вороны сидят тут. Я думаю, вы их слышите. Вон, братик, ты больше меня, блин. Зашел на старое кладбище. Вот тут еще и новые захоронения тоже. Ну, просто кладбище. Но, конечно, в таком состоянии, что... Оно, кстати, не старое, оно просто выглядит старым. Все более-менее современные захоронения. Ну да, вид тут, конечно, интересный. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Дорога не очень, но зато очень красивая. Давайте посмотрим. Тут направо главное не упасть. Тут
да, как бы на север съездить, а снег не показать. Да, он есть. Да, сейчас 20 градусов на улице. И да, я стою полностью в снегу. Так что журчание вокруг, это не я писаю. Извиняюсь за пошлую шутку. А это снег тает и вот тут стекает. Да, снег он... Снег он и в Африке снег, блин. Холодный. Такая красота. А где я нахожусь, да, тут не важно. Где-то в горах. Лепота. Вот уже где-то полпути проехал. Уже подъезжаю к границе с Юконом. Как вы видите, уже начинаются горы. Немножко другой ландшафт. Более юконовский, я бы сказал. Как вы поняли, Northwest ландшафт — это степи, перекати поле и вот термофрост. Скоро он закончится и будет ели, там, пихты, хрен их знает. И горы. Очень красивые. Плюс в Японии очень много животных. Так что посмотрим. Опять открывается красивый вид. Дорога, конечно, опять жопа, но это уже привычно. Так обычно и бывает. Красивый вид там, где тяжело доехать. Так что классика. Вот очень людная у нас сегодня ферри. Там капитан. Тут мой знакомый, с которым уже тусовались. Это куда мы едем? Это откуда? Олега, напомни, как река называется? Pier River, точно. Это мы пересекаем Pier River. Там инструктаж, куда как прыгать. Вот так. Маленький апдейт всем. Сейчас осталось километров, наверное, 300 до выхода с хайвея. И говорят, там очень сильные пожары до сих пор. Вон стоят уже все грузовики, и, по-моему, там всех останавливают. Сейчас мы узнаем. Да, что-то там не так. А, нет, это просто стоп. Хорошо. В общем-то, все обложило дымом сейчас. Но нам нужно прорываться, потому что завтра будет дождик. По этой хайве в дождик мы вообще ездить не сможем. Особенно на лысой резине. Не вариант. Поэтому мы решили, будем ехать до самого конца, до пожара в смысле. Если проскочим, то проскочим. Если нет, где-то там остановимся. Чтобы, по крайней мере, завтра поменьше ехать. Конечно, не самый лучший вариант ночевать в пожаре. Но как бы из двух вариантов мы выбираем этот. Немножко подустали, конечно, мы сегодня, можно сказать, всю Dempster Highway пропипячили. Олежка вообще всю, можно в ночь выехал. Так он за мной едет, поэтому, чтобы не разгоняться, так как он немножко сонный, уставший. Что еще? Ну да, буду держать в курсе, что не радует, что по встречке еще ни одной машины не выехала. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Вот начинается дождик. Imagine В all принципе, это хорошо для пожаров. Но для нас сейчас будет очень интересный экспириенс и ехать к нему. Ладно, посмотрим. Все, удачи нам. Лиса. Красавица ты, да, красавица, красавица.
Мы уже подъезжаем, осталось километров 30-40. Дождик только что прошел, как вы видите, дорога сырая, но нормальный. Вот опять дождик начинает капать, но это уже мелочи. Но посмотрите, какая красота с горами происходит. Это что-то где-то как-то. Особенно вот там долина такая, да, туда. Это где-то миллионы лет назад тут айсберг шел. Вот так вот колею делал. Вы спросите, какие новости? А новости вот такие. Дорога закрыта. Это шолдер здесь. Я думаю, можно ехать дальше. Ну, шолдер есть, поехали, все. Да, я пописать мне, мне бензин закончился. А тут бензин есть? А? А где тут еще бензин есть? Перелить, бак заправить. А, бак, я понял, да. Ну, естественно, мы решили сигануть. Вот тут можно через шолдер проехать. И так как дождик идет, надеюсь, что огонь нам сильно не помехой будет. Да, вот мы въехали в пожар. Тут дым стоит клубком. Дышать практически нечем, блин. Даже не знаю, откуда он идет. Где-то очень близко, потому что воняет как не в себе. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему дорога закрыта. Так, еще одно предупреждение. Все равно очень хочется отсюда побыстрее уехать. Очень воняет. Для легких это, конечно, не самый лучший отдых. Вот интересная картина. Мы едем по ходу, а как вы видите справа эти красные pylons. Это потому что... А слева, вот видите, этот воздуходув, который показывает направление ветра. Это потому что эта дорога используется как дорога и как аэродром. Это emergency аэродром, ну, который не emergency, а просто аэродром, потому что другого нету. Вот такая прикольная дорога, и знаки везде стоят, что если видите самолет, то это отойдите. А то по-другому бы, наверное, я не отошел. Вот начался дождик, очень пасмурно, 13 градусов, кругом везде дым. Запах все равно стоит неимоверный. Так, ну такое тоже бывает. Сейчас уже 11:30 ночи, мы за рулем с 8 утра. Я Ты с 3, да. 4 встал, 4 выехал. Вот это боец 4. И только что бензин закончился, мы как-то на запаску доехали. Потом у нас закрыта была дорога, мы как-то там проехали тоже. А теперь колесо. Так, надеюсь, что я его сейчас накачаю, чтобы доехать куда-то. И будем дальше. Демпстер выдержал. Да, выдержал демпстер. Вот это да. Это я горжусь. Сейчас будем пробовать наш наборчик. Нашли дырку. Там, я слышу, Давай. железячка. Открывай. Второй. Ну так, оно типа Да, прочищает. крутишь, потом вытаскиваешь и нужно. О, отлично. Нет, Вроде накачивает. Сколько сегодня, блядь, приключений было. А сейчас уже полночь. А мы, получается, с утра, вот молодой человек с 3 утра, я там чуть попозже. Ну, я вчера до 3 ехал, какая разница? Ну да, у нас было... Да, мы сделали рокировочку, да. Вот сейчас я хотел показать, вот приехали сюда в какой-то парк. Тут закинем наши удочки и будет хороший улов, наверное. То есть поспим наконец-то. Уставшие как собаки, проехали через огонь, через воды, через лопнувшееся колесо, через закончился бензин, через закрытая дорога, через любую жопу, которую можете представить, но мы здесь. И сегодня, кстати, мы были с тобой, знаешь где? На Арктическом океане. Да. Вот такой день был сегодня. Все excited. Сейчас буду собирать палатку
и постараться лечь спать. Доброе утро. Ночью была сильная гроза, что очень хорошо для дождей, в смысле для пожаров. И воздух чуть почистился, но сейчас все мокрое, так что будем сейчас немножко сушиться и в путь. Вот из хороших новостей давление продержало ночью, так что вроде залатали правильно, лата работает. Сейчас покидаем мы это прекрасное место, едем в White Horse. White Horse у нас дилершип колеса поменять. Если они сегодня смогут, слава богу. Если нет, то наверное, останусь до завтра или поеду в Ванкувер. И уже там поменяем. Потому что, не знаю, они елосоватые у меня. Передняя нормальная, по-моему. Да, передняя нормальная, такое выжившее Dempster Highway. А задняя уже полностью стерта. Да, вот эти вот плитки должны быть, вот как вот эти вот, я не знаю, если вы видите, по толщине должны быть такие. То есть где-то на 2 сантиметра она уже стерта и ни хрена не осталось. Но в принципе, с Божьим словом я могу и до Ванкувера доехать, если надо будет. Ну, посмотрим, что White Horse.